Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые друзья, мы собрались в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца на торжественную церемонию, чтобы вручить президенту Беларуси Александру Григорьевичу Лукашенко высшую государственную награду Российской Федерации – орден Святого Апостола Андрея Первозванного. Этот старейший орден России был учрежден более 3 веков назад Петром Великим в честь Андрея Первозванного, христианского святого и подвижника, апостола и мученика, покровителя русской земли и православной церкви, особо почитаемого в обеих наших странах. Согласно статуту этого ордена, им награждаются как видные российские государственные деятели, так и зарубежные лидеры за исключительные заслуги в деле укрепления связей с нашей страной. И вы, уважаемый Александр Григорьевич, конечно же, достойны этой высшей награды. Награждение вас орденом Андрея Первозванного отражает признательность России за ваш выдающийся вклад в развитие российско-белорусских отношений, союзничества и стратегического партнерства. В основе этих отношений лежат незыблемые принципы дружбы и добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга. И, конечно же, общая история, общие нравственные, духовные ценности, крепкие семейные и родственные узы между многими россиянами и белорусами. Именно на такой прочной основе, на таком прочном фундаменте Россия и Белоруссия строят союзное государство, в рамках которого надежно обеспечивается общая оборона и безопасность. Создано единое экономическое, правовое, гуманитарное пространство. Вы, уважаемый Александр Григорьевич, стояли у истоков создания союзного государства и вносите весомый вклад в его укрепление и развитие. Мы знаем вас как последовательного и убежденного сторонника сохранения и расширения тесных связей на всем пространстве Содружества независимых государств. При вашем деятельном участии развивается взаимовыгодное сотрудничество в рамках Евразийского экономического сотрудничества Союза, Организации договора о коллективной безопасности. А теперь, с того момента, когда Беларусь стала членом Шанхайской организации сотрудничества, это касается и этой организации. Мы с вами поддерживаем постоянный диалог, регулярно встречаемся, созваниваемся, обсуждаем насущные двусторонние проблемы и важные региональные и международные вопросы. Искренне дорожу нашими добрыми личными отношениями, которые сложились у нас с вами за эти многие годы совместной работы. Уверен, что общими усилиями мы продолжим развивать российско-белорусское сотрудничество. Будем и далее крепить взаимовыгодное экономическое и тесное взаимодействие, надежно защищать безопасность двух стран и нашего общего союзного государства. Уважаемый Александр Григорьевич, от всей души поздравляю вас с высшей российской наградой и желаю вам доброго здоровья, дальнейших успехов в государственной деятельности, а родному для нас белорусскому народу мира, стабильности и процветания. Благодарю вас за внимание. Указом президента Российской Федерации за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, укреплении дружественных связей между российским и белорусским народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность союзного государства орденом Святого Апостола Андрея Первозванного награжден Лукашенко Александр Григорьевич, президент Республики Беларусь, председатель Высшего государственного совета союзного государства. Так сложилось в моей судьбе, да и в судьбе всех президентов Владимира Владимировича, что мы наград своей страны не имеем, потому что по Конституции сами вручаем эти награды, себе присвоить не можем. Правда, у нас открылись уже новые возможности с созданием нашего
вече всенародного. Но, тем не менее, у меня награды, спасибо, не первая награда, Владимир Владимирович, России и Православной Церкви. Это все мои награды в жизни, и я очень дорожу этими наградами. Они находятся в нашем музее. Владимир Владимирович, у нас действительно, как никогда раньше, сложились очень добрые, тесные, дружеские отношения. Тесные отношения между нашим народом, между нашими государствами и особые личные отношения между двумя президентами. Я этим очень дорожу. Слава Богу, что мы вышли на такой уровень отношений. Благодарю вас за эту высокую награду. Рассматриваю ее как признание заслуг всего белорусского народа, последовательно укрепляющего единство с нашей братской Россией. Для нашей страны Россия всегда была и будет больше, чем соседнее государство. У нас одни исторические корни, у нас одни традиции, у нас одни ценности, которые переплетены бесконечным числом обычных человеческих отношений. И вообще мы, белорусы, украинцы, россияне, произрастаем от одного корня. Наше древо и происходит от одного корня. Наше главное достижение в том, что мы сохранили наш базис. И сегодня он лежит в основе огромного потенциала нашего сотрудничества. То есть у нас есть тот фундамент, на котором мы можем выстраивать еще более глубокие отношения между нашими государствами. За последние годы мы сумели значительно укрепить экономические, культурные, духовные связи, которые предки налаживали столетиями. Успешно развивается наше уникальное интеграционное объединение, которое мы строим, союзное государство. Сегодня мы вместе ведем борьбу за справедливый мир, и Союз Беларуси и России стоит в авангарде этой жестокой и очень серьезной борьбы. Альтернативы такому курсу в условиях обостренной, накаляющейся международной обстановки нет. При этом союзное государство вполне может быть образцом новых равноправных отношений. Я как-то отвечая на запрос белорусского народа, думаю, и российского в том числе, мы создали и не потеряли наше общее отечество, на котором волею судеб существуют два государства, которые действительно могут быть образцом для выстраивания отношений для любых государств. Уважаемый Владимир Владимирович, белорусы видят и очень ценят ту поддержку, которую вы нам оказываете, белорусам. Нас много раз ставили перед выбором, но мы никогда, подчеркиваю, никогда не отворачивались от России. Вы и ваши коллеги это хорошо знают. Беларусь – надежный союзник. Я хочу, чтобы в России это знали прежде всего. Белорусы никогда россиян не подводили. Примите мои заверения и впредь никогда не подведут. Так уже решено свыше, что и успехи, и сложности мы делим по-братски. Я, как президент, избранный белорусским народом, всегда буду стоять на страже наших общих интересов, многовековых добрососедства и дружбы. Как историк я это ощущаю очень остро. Более чем 300-летняя история ордена, врученного мне, преданность делу многих поколений предков, которые строили и защищали наше Отечество, обязывают меня всеми силами укреплять наш союз и наше единство. Еще раз искренне признателен вам, Владимир Владимирович, за оказанную честь в этот такой особый день, вчерашний день вашего дня рождения. Я желаю вам, прежде всего, всем россиянам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых больших побед. И нам с вами в том числе. Спасибо. Поздравляю, Александр Григорьевич. Спасибо.